Бог должен быть во всем. Если у нас мечта стать богами, то каждый аспект нашей жизни должен быть Богом. Думаешь как Бог, чувствуешь как Бог, переживаешь как Бог, мыслишь как Бог и даже кушаешь как Бог. Правильно, правильно. А божественное берешь, божественное даешь. Если времени не остановить, то все хорошее. Если тебя обидели, значит ты так действуешь, что ему и стыдно, что он тебя обидел, и он даже где-то и наслаждается, и, короче, решаешь как бы за него все проблемы на расстоянии. Ну, так должен действовать, по крайней мере, человек, который претендует на то, чтобы Богом быть. Но это и один аспект, только аспект обиды, как бы, да. На самом деле жизнь, конечно, очень такая всеобъемлющая, есть все что угодно, не только обида. Сегодня у нас 31 января 2013 год. Речка между деревнями Дынжаны и Михалашаны. Это Северная Молдавия, Окнинский район. Я отец-основатель, теоретик и вдохновитель нового духовного движения, новой религии с названием Боги. Ледио по-французски, Думнезей по-румынски, God's по-английски. Размышляю о самом главном и, главное, становлюсь и пытаюсь быть в каждое мгновение то, к чему я призываю всех вас, то есть богами быть в каждое мгновение, как могу, на своем уровне, своими методами, силами, способностями своими. А главное в нашей религии, в нашем духовном движении, это, конечно, все хорошее делать, хорошо влиять, улучшить Вселенную, человечество, все живое вокруг нас, природу. И как бы самим быть на пределе своих положительных возможностей. Это самое главное в нашей религии. И она очень такая особая религия, она синтез самого хорошего, что есть в других религиях. И она, конечно, естественно, надо, чтобы она была самая качественная. Иначе грош нам цена, и зачем ее вообще делать, да? То есть уж лучше оставаться в других религиях. Ну, как бы, на это и претендуем, что она более лучшая, чем остальные. Чем христианство, буддизм, ислам и все остальные религии. Но она предполагает, если вы замечаете, большую самостоятельность, активность и независимость людей. То есть те, которые будут в этой религии, они должны быть, конечно, очень знающими все-таки. Потому что, ну, христианин пусть идет в церковь христианскую, пусть верит, что Христос Бог, и пусть там молится Ему, и все. А у нас наоборот. Мы должны верить в себя, мы сами должны быть богами. По словам быть богами означает, сам берешь на себя все. Делаешь все как можно лучше, больше. Это очень тяжело, это не всем дано. Средний человек, он, как правило, не хочет быть Богом. Он хочет быть расслабленным, счастливым и так далее. Ну, спрашивается, а счастливая ли у него душа, у этого среднего человека? Душа же хочет реализации-то. Душа хочет больше, дальше, глубже. Душа человеческая хочет все. Его душа, этого среднего человека, допустим, да? Душа хочет. Хочет. Сейчас, ребята, я тут сниму одного парня. Стой в фирме заляка, блин, и романен интернет, короче. А ще заляк? Эй, тут его еще ламень орно.
Стюйц, азампус интересант, еремпус. Он мой сосед. Но вы же прекрасно понимаете, что соседи не бывают случайными. Он хороший парень. Это я по-румынски с ним говорил. Я в совершенстве знаю румынский. Итак, ребята, господа, мы добрались до извор по-румынски, а по-русски источник воды. Значит, вот видите, моя слабость. Я как бритарианец все-таки пью воду, а ведь есть же те, которые даже воду не пьют. В этом я, конечно, их, как говорится, должен еще до них добраться, до их уровня. Вода какая-то подозрительная, зеленая, блин. Сейчас мы будем анализировать замечательного бритарианца Джерико Санфайр или Джо Блэкман. Джо Блэкман, его настоящее имя, Джерико Санфайр он взял. Он один из тех редких людей, который даже не пьет, не то что не кушает. Это не вранье, это правда, он не пьет даже воду. Он к такому искусству добрался ровно 15 лет, 16 лет. 16 лет он научился не кушать и не пить. И в конце концов добился этого. Он будет нам служить примером еще одного, то, что называется Богом быть в каждое мгновение. Можно и таким. То есть добиваться можно по-всякому. Моральная сфера, эмоциональная, интеллектуальная, бизнес, культура, работа, политика, все что угодно. В том числе и бритарианство, жить без пищи. Это хорошо, он долго будет жить. После того, как он умрет, на его могиле будет паломничество. Там не воняет. После того, как умирают бритарианцы, не воняют. Там нечего разлагаться. Они научились при жизни менять физическое тело. У них будет, как правило, у них бывает паломничество. Правда, чтобы было паломничество, нужен очень высокий уровень развития их как парапсихологов. То есть есть бритарианцы же примитивные. Несмотря на то, что они бритарианцы, они могут быть не развиты в астральных сферах. Ну, то, что называется душа и дух, или высшие астральные тела. Так, слушаем. Не скучайте, ребята. Все будет нормально. Выучите английский со мной. А если нет, то впитывайте вибрации. Кстати, он говорит тихо, он же все-таки не грубый. Те, которые не кушают и не пьют, они очень утонченные. От них идет легкая такая белая, пушистая такая, не грубая энергия. Что они, не кушают и не пьют, там они утонченные очень, поэтому он такой тихий. Мы будем где-то с середины. Я в другой записи его поставил немножко. С середины будем. Итак, Джо Блэкман, Джерико Санфайр. Он, кстати, очень красивый. У него там серьги на ушах, на носу. У него татуировка по лицу очень красивая. Я вам покажу, но сейчас он здесь, не видно, он темная очень там. Когда-нибудь поставлю. Видите вы. Джерико Санфайр. Вперед. Вперед. You shouldn't kill over food. You shouldn't riot over food. You shouldn't reach a point where you would steal to buy food. Or steal food. You would do wrong things for food. It should never be like that. But it is. And you would do the same things for drugs. Like a crack addict, like a heroin addict. So if it's really like a drug, but we don't really need food, then why do people starve? Because I can't speak for everybody, but I can probably speak more for people that have attempted to go breatharian. They don't have a practice. They're talked into believing that you can break a cycle that was in place before you was even born in either instantly or within 21 days. Ребят, мы сейчас поставим все-таки другое.
Но все-таки посмотрим на другого бритарианца. Мы посмотрим на самого популярного бритарианца. Зовут эту женщину Джаз Мухин, она из Австралии, из Брисбена. Брисбен это второй или третий город по величине в Австралии. Он такой субтропический, такой. Она тот редкий бритарианец, который все-таки еще и парапсихолог довольно успешный, да еще и духовный лидер в какой-то степени. Она себя называет аватар бритарианцев, и она довольно успешно все-таки астрально общается с, она говорит, космические братья. Видимо, это то ли продвинутые души, типа Сен-Жермен и другие, или Христос, то ли из Шамбалы. Ну вот она там довольно удачно контактирует с ними, общается. Она рассказывала много, у нее 3 миллиона просмотров в ее канал. Она, значит, ну, очень такая приятная женщина. Хотя она себе позволяет пить воду, может и не пить, и не кушать, но слегка себе позволяет воду пить. Но не кушает все, полностью не кушает. У нее где-то 5-6 тысяч, сейчас уже вроде бы даже 10 тысяч учеников по всему миру. Вот. Она пользуется огромной популярностью, очень такая женщина творческая. Дело в том, что если человек учится жить без пищи, то, как ни странно, он, понимаете, как бы, это же автоматически работаешь с энергиями, если живешь без пищи. То есть впитываешь из пространства, утончается сознание, утончается тело, меняется химический состав всего, открываются чакры, как правило. И проявляется просто способность человека, он становится творческим. Например, этот Джаз Мухин, это, конечно, псевдоним, ее зовут по-другому, но они так любят. Поет песни, сочиняет стихи. Ну, такая женщина, как бы, нормально там, реализует себя успешно в социуме, да, и так далее. Выступает она по всему миру. Она недавно была 3 раза в России, была в Петербурге и в Москве. У Зинаиды Барановой была, у нашей праноедки, от слова кушать прану, праноедка, да, она вот в Краснодарском крае живет. Взяла интервью у нее, может, я поставлю интервью, когда будет настроение, у этой нашей, значит, она, значит, что еще у нее, какие достоинства? Она очень такая, скажем так, настоящая по своей сути, как бы, да. Таких не так уж и много, понимаете. Есть люди, которые идут по духовному пути ради карьеры, ради выгоды, ради, я не знаю, какого-то наслаждения. А есть как бы карма такая, как бы. Вот я, например, тоже из тех людей. Меня карма двигает. Я понимаю, что я буду несчастный, если я не буду создавать то, что могу. Быть лидером новой религии, там, научить людей там хорошим вещам, открыть глаза, самому развиваться. Там, со временем жить без пищи, со временем дематериализовать тело, послать остальные тела, стать парапсихологом высокого уровня. Вот я как бы буду несчастный, если не пойду по этому пути. То есть я как где-то обречен на эти действия. Обречен. Не буду делать, как бы нету счастья на меня. У меня будет $1 миллиард, но счастья у меня не будет. У меня такая карма, такая судьба. Я обречен идти этим путем, как бы духовным. Причем духовным именно моим. Дело в том, что мало кто способен иметь свою религию, да еще такую, чтобы всем давать, всем объяснять. А я вот могу. Поэтому такая вот. Причем я искренне, я же понимаю, что мы очень разные. Каждый по-своему может. Кто-то может быть только христианин и все. Не может он в других религиях. Кто-то только так. А кто-то может только как то, что я проповедую, то, что я учу. А учу я самостоятельность, учу я самому быть Богом, если можешь. Если вы заметили, методов там как бы демократии, любые подходят, лишь бы человек действительно достиг то, что называется Богом быть, да? Вот так вот.
эта женщина Джасмухин в этой передаче, в этой записи, она, конечно, будет классно залезать бы сюда, да? Вот это друг, да? Толстый, блин, вообще. 2-3 метра. Вот это ваш друг, ребята, господа. Ваш друг. Но я сюда не залезу, просто не могу. Невозможно за него залезать. Можно, конечно, но не надо. Вот под такими огромными деревьями находятся бритарианцы. Еще один бритарианец, который я вспомнил, это Анри Монфор. Ну, не Анри, но Монфор точно. Он из Франции, он тоже такой бритарианец. Вот, то есть сидит под таким деревом, медитирует. Но под такими деревьями в позе лотоса сидят много кто. В Шаолинском монастыре сидят вообще. На Востоке любят деревья, и под ними сидят в позе лотоса и медитируют. Да, я тоже в какой-то степени буду. Хотя у меня миссия другая, блин. Религию новую толкать. Причем так толкать, чтобы и христианам было хорошо, и Христу, и Будде, и Кришне, и всем было хорошо. Представляете, какая сверхзадача, блин. Вот толкать новую религию, но при этом никого не обижать, всех раскрепощать, чтобы у всех решились проблемы. Да, это, конечно, вещь. Итак, возвращаемся в чудный мир бритарианства, к прекрасной женщине из Австралии Джасмухин, ей где-то 50 лет. Тонченая мастерица, блин, еще бы. Ну что, Джасмухин, что ты нам запоешь? Она, значит, будет с французами слегка. Она ведет семинар у французов. И объясняет нам попутно. Это долго, целый час. Посмотрим, если выдержит мобильник, вот этот, их же у меня 2. Здесь уже 17 минут. Посмотрим. Давай. И на улице, блин, холодновато. Мой смартфон останавливается при холоде. Здесь вообще долина. Вот, кстати, здесь может и не ловить даже. Вот так возвращаться, что ли. Эй, ты что не ловишь-то? International lecturer, artist, musician, author, and leading researcher into pranic living, Jasmine is considered to be an avatar of the food-free lifestyle. After learning to live on cosmic energy, this amazing Australian has spent the past 2 decades sharing her knowledge and insights with countless others. Through her lectures and workshops, people have been inspired to follow in her footsteps. In addition, to help others on this journey, Jasmine has created music and meditation CDs, as well as written several books, including Divine Nutrition, The Food of Gods, Living on Light, and the Prana Program, Effective and Enjoyable Evolution. Although nourished by prana, Jasmine does not consider herself to be a true breatharian. I drink sometimes, okay? I still enjoy a cup of good coffee now and then. I have a little water sometimes, but I am receiving everything I need, all my nourishment, from a different flow of energy that we call prana. People call it chi, they call it mana, they call it cosmic particles, they call it divine love, the universal life force. Also, I never made the decision that I wanted to be a breatharian. It was an ability that came from the rising, the release of an energy within myself from a lifetime of spiritual practice, of meditation and other things. I went through a spiritual initiation in 1993 where my desire was to go into sacred union with this divine essence. We talk in different lineages of the Atman, of the monad, of the I am presence, of the highest self as a beautiful guide for humanity that works intuitively through us. And my interest was alchemy. And true alchemy is the emergence of the lower aspects of our being, our ego, lower mind, into divine marriage with our higher self, our superior self. And so I went through this spiritual initiation with that motivation. From that, my frequencies changed. I went into a different energy band and I just lost all my appetite. I had no physical hunger anymore. I had no emotional hunger. I had no spiritual hunger. I had no mental hunger. It was a shock for me because I was
never interested in Breatharianism consciously in my life, and I would never call myself that. But it was a natural byproduct from a pure-hearted motivation to know who I really am. And as Jesus said, the kingdom of heaven's within you. All those gifts are there. When we open to receive them, they flow, and this was a byproduct of that. Our public work with this now is to say, hey, don't forget that divine resource within you. But you need to activate it. You need to let it flow by our focus upon it. So for me, I spent 22 years before living on prana, living like a yogi again. Exercising the body, treating it like a temple, living a vegetarian diet. I've been vegetarian since I was 2 years old. Jasmahine's inner guidance led her to do what she later called the 21-day transitional process. In this, a person abstained from all food or liquids for the first 7 days, and then, for the next 14 days, consumes only diluted juices. Although Jasmahine taught this process for several years, she now encourages her students to transition to a food-free lifestyle using a much longer, slower method. What was relevant in 93 is not necessarily relevant now. And so the 21-day process is a hard process for the physical body, requiring discipline and commitment, and it's a test. It's like a strong spiritual initiation. But the energies now with our spiritual initiations are about joy and lightness and fluidity and flexibility and organic. And this is what I'm seeing now. When people are organically flowing into it very naturally, just eating less and less over time and really listening to the body, then it's a beautiful, successful, long-term transition. People want a quick fix. Sometimes they go, oh, I want to be the first person living on prana in my country, or I want to lose weight, or I want to be healthy. And these are reasons sometimes that draw people to do the 21-day process, or because it just feels right. It's a call in their heart. But we also need to be sensible. This is a beautiful mechanism, this body, and we don't want to create damage. And the 21-day process does not necessarily guarantee success, and I find it's too fast for people's emotional body transition. It's also too fast for social adjustment. Now remember, you will hear from many people who don't stay with this. The reason is because their family can't deal with it. But when you do it slowly, the family get used to you eating less and less, and that you've been vegetarian and vegan, then raw food, and fruit. They can see you're maintaining good energy, health, the body slowly detoxifies, and they get used to what you're doing. And so it's not a social shock, and it gives you a chance to adjust socially, to rearrange social interaction in different ways, not around food. And this is important because this is a big problem for people over the years. When they do the 21-day process, it's too fast. The difficulty of social adjustment is hard for them too. In transitioning to pranic living, Jasmahine emphasizes the importance of meditation. When you meditate, you put your brain into alpha frequency patterns. Vous mettez votre cerveau dans des schémas d'ondes cérébrales alpha, Makes you healthy. de fréquence cérébrale. Mental clarity. Ça vous donne une bonne santé, ça vous donne la clarté mentale. If you listen to the divine voice within and to follow its guidance, Si vous écoutez la voix du divin à l'intérieur, vous suivez sa guidance. keep meditating Et puis on continue à méditer on that divine essence, sur cette essence divine. brainwave patterns go to theta levels. Les schémas, les fréquences cérébrales, les schémas de fréquences cérébrales passent à des niveaux θ. In theta levels, Et au niveau θ, different frequency emanation in the body. ça fait des fréquences différentes qui émanent dans le corps. More chi, Plus de ki, more prana. plus de prana. Jasmahine shares with us about the many benefits of the pranic lifestyle. How can we make our presence here Comment est-ce que nous pouvons faire que notre présence ici beneficial to Mother Earth? soit avantageuse et bénéfique pour A new harmonic. notre terre, nouvelle Easy. We decide to be givers
C'est facile, hein. Nous décidons d'être des donneurs and not takers, et plus des preneurs. That's a good gift. Ça, c'est un bon cadeau. Yeah? Okay. So let's do something practical. Alors, nous allons faire quelque chose de pratique. Hein. The first gift we can give Mother Earth, Le premier cadeau que nous pouvons faire, apart from the commitment to a new system of operation, cet engagement à nous engager à passer à un nouveau système de is fonctionnement, a wiser use of resources. c'est pas une utilisation de ressources plus sage. We can unhook our dependence from the world's food resources Nous pouvons décrocher la dépendance que nous avons sur les ressources alimentaires de la planète by remembering the divine resource within. en nous rappelant de la ressource divine qui est en nous. Eat less. Manger moins. Vegetarian, of course. Végétarien, bien sûr. Vegan, of course. Végétalien, bien sûr. And eventually, Et finalement, just prana. simplement du prana. Okay? With just prana, Avec uniquement du the prana, only thing you're doing on the world or in the earth is walking with the rhythm of love. la seule chose que vous